Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу показать один очень полезный и, на мой взгляд, интересный эксперимент, который, возможно, пригодится вам в повседневной жизни, и вы его можете применить. Для этого эксперимента нам понадобится вот такой вот клей типа титан, который продается. Также ацетон, мы будем их смешивать, друзья. И колер. Ну вот я нашел, какой-то у меня был старый колер, универсальный написано. Не знаю, подойдет он, не подойдет. Колер это не обязательно, чтобы закрасить данный раствор. Придать ему какой-то цвет. Чуть позже я покажу, для чего мы его будем делать. Итак, пожалуй, приступим. В качестве тары, где я буду все это смешивать, возьму вот такой вот пластиковый стакан. Теперь нужно в пропорциях 1 ацетон и 4 части клея вылить их в стакан и хорошенько размешать. Ну, естественно, добавив колера. Колер добавлять по потребности. А теперь берем ацетон и на глаз примерно наливаем. Затем пробуем перемешивать. Хорошенечко все это дело перемешиваем, чтобы клей растворился в ацетоне. Если клей получится сильно густой, можно еще немного добавить ацетончику. Так, ну и чтобы маленько изменить цвет, сейчас я попробую добавить немного колера сюда. Вот, как вы видите, цвет поменялся. И хорошенечко все это размешиваем до консистенции примерно жиденькой сметаны такой. Вот, знаете, магазинная сметана продается жиденькая. Вот такую же консистенцию нужно сделать. Еще мне понадобится два вот таких вот кусочка ЛДСП и стрейч-пленка. Можно каждый кусочек обмотать стрейч-пленкой. Вот так вот получилось. Сразу хочу сказать, что стрейч-пленка мне нужна для того, чтобы не испачкать вот эти вот обрезки из ЛДСП. Они мне еще пригодятся. Следующее, что понадобится, это вот такие обычные листы бумаги. Ну, возьмем, к примеру, штук 10-11. Посмотрим, насколько листов хватит вот этого вот состава. Все, состав размешался. Еще раз продемонстрирую, какой густоты он должен быть. Ну, примерно вот так. Все, пожалуй, приступим. Берем кисточку, берем наш листок бумаги и начинаем наносить получившийся раствор. Единственное, что плохо, кисточка у меня не очень хорошего качества и могут оставаться вот такие вот ворсинки от нее, поэтому может повлиять на качество получившегося, так сказать, изделия. Но это все эксперимент, поэтому такие огрехи будут допустимы. Главная суть, которая потом в конце вы увидите. Хорошенько промазываем каждый лист, чтобы он впитался. Так, переворачиваем. Обязательно нужно с двух сторон пропитать. Так, ворсиночки я буду убирать. Вот, в принципе, и все. Раствор у меня закончился. Что теперь делаем дальше? Берем второй заготовленный пресс, так сказать. Кладем его сверху. Далее берем струбцины. Все, стянул максимально плотно, максимально крепко. И теперь ждем примерно сутки, пока все это дело высохнет. Для вас время пролетит незаметно. В общем, получился вот такой вот материал, чем-то похожий на пластик, либо поликарбонат. Очень эластичный и довольно прочный. Но здесь у меня листов около 10, а можно слой сделать побольше. Давайте сейчас его разрежем, посмотрим, какой он по своей структуре внутри. Толщиной как пластиковая карта получился. На мой взгляд, такой материал можно использовать для изготовления каких-либо коробочек, пластиковых конструкций. Единственное, да, немного вот такой вот рисунок получился.
Но если делать, я думаю, без колера, то будет идеально. Теперь я вам расскажу еще один способ применения вот такого клея. И как из него можно сделать холодный фарфор, так называемый. Для этого нам понадобится обычный крахмал, картофельный, кукурузный, без разницы. Высыпаем его. Заранее желательно заготовить какую-то конкретную форму, либо слепить эту форму самостоятельно и дождаться, пока она высохнет. Так вот наливаем немного клея и начинаем его замешивать. Хорошенечко с крахмалом смешиваем, перемешиваем. Далее можно взять либо подсолнечное масло, либо любую силиконовую смазку. Покрываем его. И еще раз хорошенечко все это дело перемешиваем. И в итоге вот смотрите на готовый результат.